Всем привет, с вами Сергей Золотов, и сегодня речь пойдет о недорогих проигрывателях импульсов, а точнее о том, как можно дать вторую жизнь вашим немолодеющим процессорам, при условии, что у процессора есть управление по MIDI или USB MIDI интерфейсу. Для начала определимся с самим проигрывателем импульсов. Нам нужен такой проигрыватель, в котором предусмотрено управление с внешних устройств. Я рекомендую модуль от фирмы AMT Pangea CP16A. Перейдя по ссылке в описании, вы можете заказать напрямую у производителя этот модуль, а также скачать документацию и поизучать возможности прибора. Второе, что нам понадобится, это микроконтроллер, который будет переключать пресеты в модуле от AMT, получая MIDI-команды от нашего процессора. И дабы не усложнять друг другу жизнь, мы воспользуемся платформой Arduino. В моем случае это китайская копия Arduino Nano и USB-хост Mini Shield от тех же китайских товарищей. Аналогичные модули продаются на AliExpress и стоят суммарно порядка $10. Если для вас не важен размер и вы не собираетесь размещать это внутри вашего процессора, то можете использовать Arduino Uno и стандартный USB-хост Shield. Ну и последнее, что нам нужно, это собственно сам процессор. У меня есть Zoom G3X, пользуюсь я им давно, он очень удобен, но внутренние кабинеты можно назвать кабинетами условно, поскольку они не отличаются ни разнообразием, ни гибкостью настроек, и уж тем более нельзя загружать собственный кабинет. Итак, давайте проверим, может ли наш процессор отправлять или принимать MIDI, заодно узнаем, какими командами можем пользоваться мы. Подключаем процессор к нашему компьютеру, скачиваем утилиту BOMS NTSX, заходим в программу, выбираем наше устройство в портах входа и выхода и посылаем стандартную команду опроса MIDI-порта. В ответ мы получаем длинное сообщение, в котором есть информация о производителе и модели устройства. Далее они нам понадобятся. Стандартная программа от Zoom Edit and Share также управляет нашим процессором по MIDI, и немного помониторив порт, мы можем увидеть те команды, которыми выполняются те или иные действия. В основном это команды формата SysEx. Первый и последний байт здесь это начало и конец сообщения. Внутри сообщения указан производитель и модель. Ну и собственно командный байт. Команда 5.0 отправляет прибор в режим редактирования, а команда 3.3 запрашивает текущий пресет. В ответ мы получаем MIDI-сообщение, в котором содержится информация о текущем пресете, то есть Program Change. В каждом банке моего процессора содержится по 10 пресетов, а AMT Pangea содержит 16 пресетов импульсов всего. Мне достаточно десятка пресетов в Zoom, фиксированно привязанных к десятку импульсов в Pangea. Пишем код, заливаем скетч. Как подключать звуковую часть модуля Pangea к вашему процессору, описано в документации. А управляющие контакты P1, P2, P3, P4 мы соединим с выводами D4, D5, D6 и D7 на Arduino. Остается только обеспечить питанием все модули. Подобным образом можно подключить импульсы в любой процессор, который реагирует на MIDI-команды. Если вам показалось интересным это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока и удачи в ваших проектах!